Всем привет и добро пожаловать! Ну что, лето закончилось, осень началась. Я не знаю, как вам, но мне вот все мои родственники, знакомые, друзья прислали картинку с этим Шуфутинским, с этой песней про 3 сентября, календарь переверни. Вот эти вот рябины горят, костры горят, потом Ротару, вот это вот и лето прошло. Потом Олег Митяев, осень, ДДТ. Полный такой вот осенний набор. У меня тоже есть сегодня для вас такой осенний набор. Хочу показать вам те духи, которыми я планирую пользоваться осенью. Давайте все смотреть. Так, первый аромат называется Томас Космола номер 4 Апрель Амур. Я не знаю, зачем я его купила. Со мной какое-то явно случилось обострение. Апрель Амур переводится как «после любви». Я думаю, что те, кто давно увлечены парфюмерией, прекрасно знают этот аромат. Это менее сладкая версия Баккары с огромным шлейфом, с хорошей стойкостью. Вы знаете, я изначально вообще хотела купить себе Томас Космола 10 аромат, который называется Désir de Coeur. У них очень похож состав именно по композиции. То есть это то же самое. Это цитрусы, амбра, мускус и специи. И вот 10 он не настолько раскрученный, да, не настолько повторяющийся, я бы сказала, как вот 4, но его не было в наличии. И вот сейчас я сижу, смотрю на него, думаю, ну пусть поживет, поношу его осенью, потому что для лета, мне кажется, тяжеловато, а вот осенью похожу. Если прям совсем он как-то мне не приживется, то возьму все-таки, наверное, 10. Ну и могу сказать по поводу шлейфа с этим ароматом. Я встречалась с человеком на улице, и пока я еще шла, уже у меня, я уже чувствую твои духи. То есть у него действительно очень мощный шлейф, а вот от себя я чувствую его так, слегка. Наверное, это какое-то мое личное восприятие. Не знаю, есть ли у вас этот аромат, есть ли у вас такая же проблема. Если да, обязательно напишите об этом в комментариях. Следующий аромат, который хочу показать, называется Джохара от бренда Маиса. Вот в таком красивом он у меня флакончике. Сейчас мы его откроем. Вот так вот он выглядит. Здесь совершенно изумительная магнитная крышка. Вообще у Маиса очень красиво всегда исполнены флаконы. Все коллекции мне их нравятся именно в плане оформления. Что можно сказать по поводу вот этой вот Джохары? Во-первых, это очень популярный у них аромат. Это такой топ продаж. Я понимаю почему. Знаете, на что это похоже? Это похоже на версию чуть помягче и чуть покислее вот роз-ваниль от Мансера. Они действительно очень похожи, хотя роза здесь не заявлена. Да, здесь есть амбра, цветы, ваниль, чуть-чуть есть здесь пачули, совсем чуть-чуть. Что еще могу сказать по поводу этого аромата? Он очень густой, он очень плотный. Я бы не сказала, что он супер сладкий, он такой слегка, и он очень стойкий. То есть вот я нанесла его на руку, на запястье, все, пахнет очень долго. То есть можно бесконечно нюхать. Действительно, это тот аромат, который я от себя все время ощущаю, в отличие, вот, кстати, от Апрель Амур. Следующий аромат я купила по совету своей знакомой. Я хотела себе какой-то очень такой плотный, стойкий аромат на вечер. И она мне посоветовала взять Lanter-D. У меня никогда не было Lanter-D. В итоге я взяла себе версию Eau de Parfum Intense. Вот, именно Intense версия. Что я могу сказать? Я скажу, что мне это пахнет таким вот домашним вином. Вот если вы когда-нибудь пробовали, вот когда хозяева, там, не знаю, в Грузии, например, да, делают вино для себя, не на продажу, для себя. Это прям вот виноградный сок, вот именно вот такой винный. Но он достаточно быстро проходит, а потом это ванильная тубероза. Это тоже очень стойкий аромат. Я его, конечно, наверное, днем носить не буду, но вот на вечер куда-то выйти. Вообще Lanter-D переводится как запрещено или запрещенный. Вот, в общем-то, теперь у меня есть эта запрещеночка. У меня небольшой флакон, здесь у меня 50 миллилитров. Такой на выход аромат. Пусть будет в коллекции. Как раз, мне кажется, его время, осень, вот самое то. Следующий аромат я купила себе в парф-баре. Вот у меня такой достаточно большой отливантик. Называется New Look 1947 от бренда Christian Dior. Я им так очень активно пользуюсь. Начала пользоваться летом и планирую активно допользоваться осенью. В сентябре так точно. Этот аромат, это такой вот цветочно-ванильный аромат. Я бы сказала, что он, конечно, больше в сторону цветов, чем ванили.
Я здесь больше всего чувствую жасмин и иланг-иланг. Это очень стильный, красивый, атмосферный аромат. Мне нравится вообще история его создания, что это посвящено вот этой коллекции Dior 1947. Если вы не знаете, как он пахнет, и у вас он, например, не представлен, то я вот недавно ходила в «Золотое яблоко», и там был аромат Ylang in Gold от бренда Mikolev. Я как-то так равнодушно отношусь к этому бренду, но они очень похожи. Если вы посмотрите на фрагрантике, там в похожих ароматах его нет, но, видимо, за счет Иланга у него неплохая стойкость, конечно, не такая зубодробительная, как у Живанши, но этот аромат очень женственный. Я думаю над тем, взять ли себе полноразмерный флакон. Дело в том, что мне еще нравится аромат Fleuve de Lisieux у Dior. Посмотрим. Но, тем не менее, очень красивый аромат. Прям я в восторге. Следующая история, это вот такая вот покупка, я вам ее уже как-то показывала, обещала сделать на нее более подробный разбор. Это набор ароматов от Hermès, здесь их у меня 4 штучки. Значит, с ними есть одна большая проблема. Все эти ароматы, они вот минут на 40. Только один из этих ароматов самый стойкий, и он, кстати, меньше всего мне подходит. Поэтому я так очень кратко по ним пройдусь. Первый аромат, это аромат, который мне нравится больше всего, это Eau de Rhubarbe Écarlate, если я правильно произношу. Этот аромат очень хорошего настроения, он похож, да, на Easy от Sisley. Здесь это ревень и такая вот красная ягода. Я бы сказала, что это такое вот варенье. Помню, у меня бабушка тоже его делала когда-то. Это красная смородина с малиной. Вот если кто-то пробовал или сам когда-то делал, классный аромат. Он еще на мускусе, но им нужно реально поливаться. Это прям вот большое упущение. Я даже пробовала смешивать его с молекулой, но все равно не получается. К сожалению, не стойкий он абсолютно, где-то час-полтора. Также здесь аромат, который мне тоже очень нравится, это аромат, который называется Eau de Basilic Purpur. Это аромат, вот если вы хотите свежий аромат, но не цитрусовый. Это горький базилик, очень натуралистичный, зеленый базилик, не фиолетовый вот этот вот с таким вот каким-то петрушечьим налетом, да, а именно вот свежий базилик. Очень-очень красивый, но опять же тоже он держится где-то вот час на вас. Это что называется, если хочется себя побаловать и вы готовы к тому, что аромат достаточно нестойкий. Дальше здесь два аромата, которые, на мой взгляд, очень похожи. Они, в общем-то, и выглядят вот так вот. Один темно-зеленый, такое красивое стекло здесь. И такой второй, это у нас такой прям зелененький. Зелененький это d'Orange Vert, а второй это Eau de Citron Noir. Значит, первый это такой вот лимон, прям цедра лимона. Если занимаетесь выпечкой, когда цедру стираете с лимона, то вот это его запах. И древесный такой дальше. Он держится чуть-чуть подольше, может быть 2 часа вы его на себе ощущаете, но вот это свежий, красивый аромат, он, я бы сказала, унисекс, потому что, первые два, мне кажутся такими немножко более феминными, на мой вкус. А последний аромат здесь, в этой коллекции, это Eau de Citron Noir. Вот здесь тоже заявлен цитрус. Цитрус такой с дымом. Этот аромат я наносила несколько раз. Я могу сказать, что это для меня все-таки, наверное, мужской аромат. Он самый стойкий, и я думаю, что я его как раз передарю. Так что он найдет своего хозяина и будет его радовать. Следующий аромат называется Opus 4 от бренда Amouage. Я брала себе вот такой вот небольшой отливантик. Планирую его закончить в сентябре, в октябре. Что я могу сказать? Это цитрусово-амбровый аромат с очень таким ярким специевым акцентом типа кардамона и ладан. Вот когда он усядется, я чувствую вот ноту ладана. Для меня вообще Amouage это бренд, который такой вот с претензией. Не в плохом смысле слова претензия. Это такой аромат, который требует образа. То есть нужно собраться, подготовиться, накраситься, выйти в свет. То есть вот что называется иду на вы, да? Я не знаю, нужен ли мне будет целый флакон, но посмотрим. Мне вполне достаточно, здесь 5 мл, так что я буду всячески им пользоваться и наслаждаться. Вот.
Вот такой вот у меня получился обзор. Я буду признательна, если вы посоветуете мне что-то в комментариях на осень, может быть, какие-то ваши любимые парфюмы, о которых я не знаю, какие-то ваши открытия, потому что я всегда читаю ваши комментарии, и если вы мне что-то советуете, рекомендуете, я всегда стараюсь сходить и протестировать. Я пойду вам готовить следующий отечественный влог, вот, а там уже не за горами и импортный влог очередной. Большое вам спасибо за просмотр и, как обычно, желаю вам всего самого хорошего.